21 октября 1978 года при идеальных погодных условиях молодой пилот 19-летний Фредерик Валентич совершал перелет из аэропорта Мурабин до острова Кинг, во время которого сообщил, что его преследует странный объект, о котором авиаслужба ничего не знала. После попытки сообщить какие-то сведения об объекте диспетчеру, связь у пилота неожиданно прервалась, и после этого его никто и никогда не видел. Останков пилота и самолета также обнаружено не было. Фредерик Валентич родился 9 июня 1959 года в Мельбурне. Он интересовался авиацией и дважды пытался стать пилотом ВВС Австралии, но был отвергнут из-за недостатка образования. Валентич совмещал работу в магазине военной и спортивной экипировки в одном из пригородов Мельбурна с учебой в Air Training Course, надеясь стать профессиональным пилотом, но учился весьма плохо. Дважды провалил все 5 экзаменов на коммерческую лицензию пилота, а также неоднократно попадал в опасные ситуации во время полетов. Он также интересовался уфологией, собрав большую коллекцию статей по этой теме. По словам его отца, он задавался вопросом, что может сделать НЛО в случае атаки. А также вместе со своей матерью однажды, в том же 1978 году, наблюдал в небе неопознанный объект, движущийся с очень большой скоростью. На момент своего исчезновения Валентич был пилотом 4 класса с 150 часами летной практики. Перед своим последним полетом он сказал членам своей семьи, своей девушке и другим знакомым, что собирается лететь на остров Кинг и взять там груз лангустов. При этом официально цель полета была заявлена как взять пассажиров на острове и вернуться с ними в Мурабин. После его исчезновения выяснилось, что на острове вообще не было потенциальных пассажиров до Мурабина, и груз лангустов там также никто не заказывал. Подробное описание произошедшего события. Маршрут составлял примерно 235 километров из аэропорта Мурабин до острова Кинг. Погодные условия были прекрасными. На борту самолета было 4 спасательных жилета и радиомаяк. Сам самолет мог оставаться на плаву как минимум несколько минут в случае падения в море. На протяжении перелета Валентич неоднократно связывался с управлением воздушным движением в Мельбурне и сообщал о необычном воздушном судне, которое преследовало его. Он описывал странности в поведении судна и его конструктивные особенности. Его последнее сообщение гласило: «Этот странный самолет снова завис надо мной. Он висит, и это не самолет». За этими словами последовали 17 секунд шума, описанного как металлические скрежещущие звуки, после чего связь оборвалась. Ни сам Валентич, ни его самолет так и не были обнаружены. После проведения тщательного расследования, Министерство транспорта Австралии пришло к выводу, что определить причины исчезновения самолета и пилота не представляется возможным. Поисково-спасательные работы. Тревога была поднята сразу же после того, как связь с самолетом прервалась, 19 часов 12 минут. После того, как Валентич не прибыл в аэропорт Кинг-Айленд в назначенное время, 19 часов 33 минуты, были начаты поисковые работы как в воздухе, так и на море, продолжавшиеся до 25 октября. Неподалеку от предполагаемого места инцидента было найдено маслянистое пятно на воде. Никаких следов самолета Валентича так и не было найдено. Анализ записи переговоров. Одна из копий записи переговоров Валентича с диспетчером УВД Стивом Робби была направлена в Мельбурнский Королевский технологический университет, другая – независимому исследователю Полу Норману, который затем переслал ее в США, доктору Ричарду Хейнсу, профессору университета штата Сан-Хосе и бывшему исследователю в НАСА. Согласно Хейнсу, последние 17 секунд записи состояли из 36 всплесков шума с достаточно четко различимыми границами начала и конца, но без каких-либо заметных закономерностей по времени или частоте. Происхождение шума так и осталось невыясненным. По некоторым предположениям, подобный звук мог быть вызван отрывом одной из лопастей винта, что сопровождается сильной вибрацией механизма. При неправильной работе ручкой газа неопытным пилотом такое повреждение возможно. Расшифровка переговоров Валентича с диспетчером. Для облегчения восприятия текста в переводе опущены строчки и пометки, не несущие смысловой нагрузки. Перевод сделан по возможности как можно ближе к оригинальному тексту. Позывной Валентича – ДТШ Delta Sierra Juliet, диспетчера FS Flight Services. Версии случившегося. Согласно работе Хейнса и Нормана, из обстоятельств инцидента можно сделать следующие выводы.
Высота самолета начала падать приблизительно в 19 часов 10 минут 30 секунд, вскоре после того, как Валентич начал летать по кругу. Сбои в работе его двигателя начались в 19 часов 11 минут 52 секунды, что слышно на записи. Самолет опускался приблизительно со скоростью 500 футов, 152,4 метра в минуту. Радиопередача прекратилась после 19 часов 12 минут 45 секунд из-за экранирования поверхностью Земли. Из приведенной в работе схемы движения объектов видно, что центром внимания неопознанного летающего объекта был именно самолет Валентича. Авторы работы исходили из предположения, что самолет упал в Басов пролив и был унесен течением на значительное расстояние от места происшествия. Вариант с крушением на суше представлялся им маловероятным, так как не были найдены какие-либо обломки крушения. Если бы Валентич потерпел аварию на земле, то за эти годы обломки были бы найдены, но локализовать место крушения в море намного более сложная задача. Исчезновение Фредерика Валентича стало предметом изучения австралийских уфологов. За инцидентом последовала волна сообщений о наблюдениях НЛО в районе происшествия во второй половине 1978 года и начале 1979 года, некоторые из которых были подкреплены фотоматериалами. В частности, Норман смог найти многих людей, которые путешествовали или проживали в этом районе в момент событий с Валентичем, и взять у них интервью. От 20 свидетелей были получены сообщения о беспорядочно перемещающемся зеленом свете в небе в то же самое время того же вечера, когда исчез Валентич. Кроме того, удалось найти 3 свидетелей, которые видели и огни маленького самолета, и движущийся непосредственно над ним большой объект, светящийся зеленым светом. В частности, наиболее заслуживающими доверия были признаны показания Кена Хансена, имя изменено, который рассказал о своих наблюдениях своим коллегам на следующий день после инцидента, но те не восприняли его слова серьезно. Хансен решил больше ничего не говорить об увиденном, чтобы избежать дальнейших насмешек, но годы спустя он упомянул об этом случае в разговоре с местным полицейским, который позже связался с Гвидо Валентичем, отцом пропавшего пилота. Благодаря этому о показаниях Хансена стало известно Хейнсу и Норману, которые взяли интервью у Хансена и его 2 племянниц в 1998 году. Их показания в целом соответствовали данным из записи переговоров Валентича с Робби. Другим заслуживающим внимания свидетельством были фотографии, сделанные Роем Манифолдом неподалеку от предполагаемого места происшествия, примерно в 18 часов 47 минут, то есть примерно за 20 минут до начала инцидента с Валентичем. Манифолд установил штатив с фотокамерой на берегу моря, чтобы сфотографировать закат. После того, как фотографии были проявлены, на них обнаружился непонятный объект в воздухе над морем, окруженный облаком пара или выхлопных газов. Данные многочисленных независимых экспертиз показали, что фотографии являются подлинными и что скорость объекта на них можно оценить примерно в 200 миль в час. Скептики выразили сомнение в том, что объект на фотографиях был твердым, и сочли его облаком необычной формы. Это, однако, не объясняет высокую скорость его передвижения. Двухнедельное расследование инцидента с Валентичем не смогло установить его причины и точные обстоятельства, но заключило, что инцидент оказался фатальным для Валентича. Хотелось бы услышать ваши размышления в комментариях.